Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я уважаемых рыбок. Дорогие уважаемые представители этого знака зодиака, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте посмотрим, что же готовит сентябрь для вас. Рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, начиная с общей атмосферы сентября, давайте посмотрим, что же будет у рыб в сентябре. Семья, семейные дела, семейные вопросы. Причем здесь под девизом счастья, любовь, радость, благополучие, то, что вы любите. И вот для женщин огромную роль здесь будет для вас играть мужчина. Ну, собственно, это ваш спутник, либо муж, либо отец, либо брат. Для самих мужчин вам придется вот прям примерить на себя, не то что примерить, а еще больше укрепить свой статус настоящего мужчины. Ответственность, честность, мужественность и все вот эти вот критерии вместе взятые, они открывают для вас двери в новый благополучный, благоприятный период. Поэтому сентябрь для рыб будет чудесным, прекрасным. В основе всего лежит семья, в основе всего лежит любовь в семье и ваши такие вот качества, которые укреплению семейных отношений способствуют. Все будет прекрасно и замечательно. Давайте посмотрим работу, что в работе вас ждет. В работе. Вы движетесь к стабильности, исправляя ошибки прошлого. Вы знаете, судя по всему, есть какой-то опыт, скорее не самый удачный, скорее не самый лучший, основываясь на который, опираясь на который, вы можете выстроить уже такой прочный фундамент. Многим здесь будет помогать мужчина, но здесь на самом деле, даже если мужчины смотрят, то мужская фигура, вот прям пентаклевый король, человек либо земных знаков зодиака, либо мужчина при деньгах, при стабильности, он вам очень помогает, и вы движетесь вперед к намеченным целям. Много страхов, много переживаний. Страхи напрасные, переживания напрасные. Важно очень себя стабильно проявлять, да, очень уверенно себя проявлять, чтобы каждое ваше слово подтверждалось делом. Давайте посмотрим, как достичь максимального успеха, максимальной успешности. Двигаться вперед, развиваться, не останавливаться. Эмоции ваш враг. Эмоциям не поддавайтесь. Эмоции, знаете, бизнес не терпит обид. Вчера услышала фразу интересную: бизнес не терпит обид, это удел горничных и алкоголиков. В фильме, кстати, прозвучала эта фраза, и очень сильно она отражает действительность. На самом деле в работе, в бизнесе эмоции очень часто мешают, если, конечно, вы не творческий человек, но если вы занимаетесь бизнесом, эмоции ваш враг, им не нужно поддаваться. Важно настроиться на перемены, и вот здесь огромное значение будут иметь различного рода организационные вопросы. Все организационные вопросы должны решаться четко. Вот вы знаете, во многом вам энергию нужно черпать от женщины. Это может быть мама, это может быть подруга, которая успокоит, посоветует. Для мужчин это любящая женщина. Поэтому работа — это то, на что стоит настроиться, нацелиться. Тогда все будет хорошо. И семья как раз это тот тыл, который обеспечит вам успех во всех остальных делах. Давайте посмотрим финансы для рыб в сентябре. Что же готовят финансы? Паж кубков. Траты на удовольствие. Все ровно, все спокойно. Все пока вот в том ключе, в котором и было. Но, опять же, под влиянием тех перемен, которые идут у вас в работе, вы движетесь к увеличению прибыли. В целом все ровно, без потерь в сентябре. Но тенденция к тому, чтобы увеличить свой доход и увеличить очень хорошо, очень качественно и прийти к стабильности,
Это да, это есть. Важно, вот здесь очень связаны вот эти две сферы, работа и финансы, поэтому в работе важно учесть те советы, которые показали карты. Важно учитывать все вот эти вот моменты и нюансы. Тогда и в финансах придете к такой стабильности, когда, вот знаете, изобилие на самом деле. Стабильность и ваша процветающая позиция такая, очень благоприятная. Давайте посмотрим теперь любовь, что в любви у рыб в сентябре. Так, в любви. Вот вы знаете, сигнификаторы очень хорошие. Они говорят о том, что в любом случае все стабильно и хорошо. Но вот у многих, для тех, кто состоит в треугольнике, в любовном, кто-то в четырехугольнике, эти треугольники и сохранятся. И эти треугольники, с одной стороны, дарят вам радость и счастье, гармонию, с другой стороны, переживание и ревность. Для тех, у кого вы точно знаете, что треугольников нет, будут моменты, связанные с переживаниями, сопереживаниями, сочувствиями. Тройка мечей — это, знаете, вот разбитое сердце. Пятерка мечей — это состояние неких таких вот конфликтов, да, когда есть дискуссии, есть дебаты, но советом идет карта сила. Умейте, опять же, контролировать свои эмоции. Карта сила — это умение, в первую очередь, своего внутреннего зверя укротить и не позволить ему вырваться наружу. Выбор всегда за вами. В целом здесь любовь в отношениях. Новых людей, новых знакомств я не вижу. Все на почве тех уже отношений, взаимоотношений, которые есть в вашей жизни. И дело в том, что здесь выбор будет за вами, в какую сторону повернуть, в какую сторону пойти. Вы можете разрушить, вы можете выстроить наоборот. Все зависит от вас. Но здесь эмоции мужчины очень важны. Тем женщинам, которые смотрят этот расклад, важно уметь свои эмоции внутренне контролировать таким образом, чтобы мужчина чувствовал вашу любовь. Для мужчин, которые смотрят, здесь опять же важно делать так, чтобы в ваших отношениях чувствовалась вот эта любовь. В ваших отношениях эта любовь жила, потому что она, как ни крути, здесь присутствует, она здесь есть. Но очень многое в сентябре и в отношениях, и во всех вообще сферах зависит от мужчины, от того, как мужчина будет себя позиционировать, как будет себя вести, что будет он делать. Поэтому женщинам очень важно поддерживать своих мужчин для того, чтобы все сферы, они были такими, вот знаете, успешными, преуспевающими, потому что у вас все средства, все, так скажем, предпосылки для этого есть. Давайте посмотрим совет, к чему стремиться. К чему стремиться? Выбирать намеченный путь. Выбирать намеченный путь, шагать в него не торопясь, но обязательно нужно что-то новое. Опять же, посмотрите, десятка кубков – это поддержка семьи, это поддержка близких людей. От чего остерегаться? Лжи, лукавство, подмены понятий. Посмотрите, семерка мечей, верховный жрец. Это, знаете, такая ситуация, когда вы стараетесь как-то вот исказить простые истины. Какие-то вот истинные понятия подменить на ложные. Вот этого делать нельзя, вот этого делать не стоит. И посмотрите, королева мечей. Важно остерегаться тех моментов, когда женщина в холодной позиции. Женщины, здесь огромное влияние, вот женщины, которые смотрят этот расклад, огромное влияние могут оказать третьи лица на то, что происходит в вашей жизни, в ваших отношениях. Это мечевая королева, это женская фигура, которая может каким-то образом влиять на абсолютно все, что происходит у вас в отношениях, в работе, в делах и так далее. Мужчинам посыл. Мечевая королева, не злите свою женщину, не заставляйте ее пребывать в холодных энергиях.
потому что именно ее холодная энергия, она перекроет все абсолютно дороги, все возможности вам вот именно в тот прогресс, который у вас здесь намечается. Поэтому, знаете, говорят, каждый сам кузнец своего счастья. И вот куйте это счастье правильно. Очень многое зависит в сентябре у рыб от партнерства, которое они выстраивают. Причем здесь партнерство и в личных отношениях, и в рабочих отношениях. И важно все это выстраивать, все это партнерство очень конструктивно и коллегиально. Поэтому месяц для рыб, он, безусловно, хороший, он продуктивный, он замечательный, но совершенные ошибки, а они здесь могут случиться, могут дорого вам стоить. Поэтому действуйте очень осторожно и очень обдуманно. Вот такой получился у нас прогноз для рыб на сентябрь. В целом все замечательно, важно просто грамотно суметь сориентироваться. Я благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.